Си сам предложил помощь, уверяет Трамп. Рубио подчеркнул, США помощи не просили. Тем временем американские СМИ делают уже скептические выводы с поездки американского президента в Пекин. Саудовская Аравия хочет подписать с Ираном и другими странами Персидского залива пакт о ненападении. Тем временем Израиль и США готовят новый удар по Тегерану, сразу после возвращения Трампа домой. Очередная попытка прорвать морскую блокаду Газы. Куба погрузилась во тьму. На острове закончились запасы топлива. Власти уже готовы принять гуманитарную помощь от США. Смертельный ураган в Индии, погибло более сотни людей. А в Атлантическом океане спасли пассажиров частного самолета, который потерпел крушение. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В интервью ведущему Шону Ханнити президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с лидером Китая и затронул тему отношений Пекина с Ираном. По словам Трампа, Китай не собирается поставлять Тегерану военную помощь, но при этом заинтересован в сохранении поставок иранской нефти и открытии Ормузского пролива. Этот вопрос уже поднимался, и вы о нем говорили. Речь о поддержке Ирана со стороны Китая. Насколько большой темой это было сегодня? Мы это обсуждали. Когда вы говорите о поддержке, они ведь не воюют против нас напрямую и все такое. Он сказал, что не собирается поставлять военное оборудование. По их словам, именно так. И он сказал это. Это серьезное заявление. Он сказал это очень твердо. Но в то же время он отметил, что Китай закупает там много нефти и хотел бы продолжать это делать. Он хотел бы, чтобы Ормузский пролив был открыт. Я ответил, это ведь не мы его перекрыли. Это сделали они. А потом мы их остановили. Получился такой интересный разговор. Он пошутил. То есть они перекрыли, а вы их остановили. Но Китай хотел бы, чтобы пролив снова открыли. Ему не понравилось, что там якобы взимают пошлины за проход. Не знаю, так ли это на самом деле. И вообще, кто бы им платил? Куда идут эти деньги? Обе страны ведь фактически разрушены. Они говорят о каких-то сборах, но где эти деньги, непонятно. Также Трамп заявил, что председатель КНР выразил готовность помочь в достижении соглашения по Ирану. Похоже, председатель Си хотел бы увидеть заключение сделки. И, насколько я понимаю, вы тоже хотите, чтобы соглашение было достигнуто. Да, и он предложил помощь. Сказал, если я могу хоть чем-то помочь, я хотел бы быть вовлечен. Он действительно это сказал. И я думаю, что любой, кто покупает такое количество нефти, очевидно, имеет определенные отношения с Ираном. Но он сказал, я был бы рад помочь, если смогу быть полезен. Он хотел бы, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. И еще раз повторил, если я могу как-то помочь, я хотел бы помочь. Большое интервью, находясь в Китае, дал госсекретарь Марко Рубио телеканалу NBC News. Он рассказал о переговорах между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Рубио, стороны нашли общие позиции по ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива. Он заявил, что Китай выступает против милитаризации пролива и не поддерживает введение каких-либо ограничений или системы сборов для прохода судов. Трамп поднимал тему Ирана в разговоре с Китаем? Да, и это было важно, потому что китайская сторона заявила, что не поддерживает милитаризацию Ормузского пролива и не поддерживает систему взимания пошлин. Это совпадает с нашей позицией. Мы никогда не поддержим иранскую систему сборов в Ормузском проливе. И мы не считаем, что Иран имеет право устанавливать мины в международных водах. Поэтому хорошо, что у нас есть согласие хотя бы по этому вопросу. Главный вопрос теперь, что мы собираемся с этим делать? Сейчас в ООН рассматривается резолюция, которую поддержали более 100 стран. Ее инициатором выступил Бахрейн, но мы активно поддерживаем этот документ и продвигаем его. В резолюции все это прописано очень четко. Мы надеемся, что Китай проголосует за нее, пока Пекин не дал окончательного обещания поддержать резолюцию в ООН. Возможно, после сегодняшней встречи ситуация изменится. Можете объяснить, о чем именно Трамп просил Си Цзиньпина по Ирану? Он ничего у него не просил. Мы не просим помощи Китая и не нуждаемся в ней. Но тему все же поднимали? Да, чтобы четко обозначить нашу позицию. Это логично, учитывая, насколько доминирующей сейчас является тема Ирана. Наша позиция очень ясна. Иран не должен обладать ядерным оружием. Мы считаем, что Тегеран был близок к созданию масштабного conventional потенциала, огромного количества ракет и дронов, которые могли бы стать прикрытием для дальнейшего развития ядерной программы. Именно поэтому президент решил действовать. Иран также решил превратить международный водный путь в собственную территорию и взимать за проход плату. Мы не позволим этому произойти. Именно поэтому была введена блокада, как прямой ответ на действия Ирана. Китай согласен с США, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Да, Китай заявляет, что Иран является участником договора о нераспространении ядерного оружия, а значит, не должен обладать ядерным арсеналом. Они вновь подтвердили эту позицию сегодня. Возможно, не так жестко, как это формулирую я, но они последовательно придерживаются этой линии.
То есть США и Китай нашли общую позицию в том, что Иран не должен получить ядерное оружие. Да, но нужно понимать, я не знаю ни одной страны в мире, которая хотела бы, чтобы нынешний режим в Иране получил ядерное оружие. Разница в том, что мы пытаемся что-то с этим делать. Другие страны выступают против, но не готовы предпринимать действия. Китай лишь повторил свою прежнюю позицию. То же самое скажет и Россия, и страны Персидского залива. Но отличие в том, что мы действительно действуем. Когда президент вылетал в Китай, он сказал журналистам, что финансовая ситуация в США, даже немного, не влияет на его мотивацию заключить сделку с Ираном. Это не было ошибкой? Нет. Президент хотел дать понять, что Иран не сможет использовать это как рычаг давления. В Тегеране внимательно следят за происходящим. Там нет свободной прессы, нет возможности критиковать власть. И президент ясно показывает, если Иран рассчитывает использовать внутреннюю американскую политику, чтобы вынудить его к плохой сделке, этого не произойдет. Мы приняли серьезные меры, чтобы удерживать цены на бензин ниже, чем во многих других регионах мира. И цены будут снижаться. Армузский пролив снова откроется, и это повлияет на рынок нефти. Более того, когда нефть, которую сейчас фактически удерживает Иран, вернется на рынок, это окажет позитивное влияние. Но есть и другая цена — цена появления ядерного Ирана. Если Иран получит ядерное оружие, что тогда помешает ему полностью контролировать пролив? И тогда проблема станет не временной, а постоянной. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на укрепление отношений между Соединенными Штатами и Китаем в ходе продолжающегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Когда президент Си очень элегантно назвал Соединенные Штаты, возможно, страной в упадке, он имел в виду колоссальный ущерб, который мы понесли за 4 года сонного Джо Байдена и администрации Байдена. И в этом он был на 100% прав. Наша страна невероятно пострадала из-за открытых границ, высоких налогов, трансгендерности для всех, мужчин в женском спорте, ДЭИ, ужасных торговых сделок, разгула преступности и многого другого. Президент Си не имел в виду невероятный подъем, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру за 16 выдающихся месяцев администрации Трампа. Это включает рекордные показатели фондового рынка и пенсионных накоплений 401К, военные победы и процветающие отношения с Венесуэлой, военное уничтожение Ирана, продолжение следует, сильнейшую армию на земле, вновь мощную экономику, рекордные 18 триллионов долларов инвестиций в США, лучший рынок труда в истории страны, где сейчас работает больше людей, чем когда-либо прежде, прекращение разрушительной для страны политики ДЭИ и многое другое, что невозможно быстро перечислить. Более того, президент Си поздравил меня со столь многими грандиозными успехами за такой короткий срок. 2 года назад мы действительно были страной в упадке. В этом я полностью согласен с президентом Си. Но сейчас Соединенные Штаты – самая горячая страна в мире. И я надеюсь, что наши отношения с Китаем будут сильнее и лучше, чем когда-либо прежде. Американские СМИ пока достаточно скептически оценивают первые результаты визита Дональда Трампа в Китай и его переговоров с Си Цзиньпином в Пекине. Главной темой публикаций стала жесткая позиция китайского лидера по Тайваню. По данным Reuters и The Wall Street Journal, Си Цзиньпин прямо предупредил Трампа, что любые попытки изменить американскую политику в отношении Тайваня могут привести к крайне опасным последствиям для отношений двух стран и всей ситуации в регионе. При этом Bloomberg обращает внимание на необычный шаг китайской стороны. Заявление Си о Тайване было опубликовано еще до завершения переговоров. По мнению издания, таким образом Пекин специально дал понять, насколько серьезным считает этот вопрос и насколько жестко намерен реагировать на любые действия Вашингтона вокруг острова. Отдельное внимание западные СМИ уделяют и позиции самого Трампа. CNN отмечает, что нынешняя политическая ситуация внутри США ограничивает его возможности вести переговоры с позиции силы. На фоне избирательной кампании, критики со стороны демократов и неоднозначных рейтингов, Трампу становится сложнее использовать давление на Китай как инструмент внешней политики. Кроме Тайваня, на переговорах обсуждаются торговые отношения, санкционная политика, ситуация вокруг Ирана и конкуренция двух стран в сфере технологий. Однако, как пишут американские издания, пока встреча скорее демонстрирует глубину противоречий между Вашингтоном и Пекином, чем приближает стороны к каким-либо крупным договоренностям. На Тайване прошли масштабные учения с боевой стрельбой по отражению высадки условного противника.
Маневры состоялись в уезде Киньмэнь, на островах у побережья Китая. В ходе тренировки военные применили танки М-60А3, бронетранспортеры СМ-21, гаубицы, минометы и противотанковые комплексы «Джавелин». По сценарию учений тайваньские силы отражали попытку морского десанта и наносили удары по целям в море и на побережье. В Минобороны Тайваня заявили, что основной целью была проверка взаимодействия различных подразделений и готовности к быстрому реагированию в условиях возможного конфликта. Учения прошли на фоне усиления напряженности вокруг Тайваня. И в день визита президента США Дональда Трампа в Пекин для переговоров с китайским руководством. По данным телеканала Аль-Хадад, в Вашингтоне рассматривают возможность новых ударов по Ирану сразу после возвращения Дональда Трампа из Китая. Как утверждают арабские СМИ, США уже предупредили Израиль о вероятном развитии событий, а в Тель-Авиве начали подготовку к возможному возобновлению боевых действий и ответным действиям Тегерана. Сообщается, что представители армии обороны Израиля и Центрального командования США в последние дни обсуждали сценарии ударов по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Ирана. Основная цель, по данным источников, усилить давление на Тегеран и подтолкнуть его к возвращению за стол переговоров по ядерной программе на условиях, выгодных Вашингтону. На Ближнем Востоке снова растет напряжение вокруг Ирана. По данным британских военных, иранские силы захватили еще одно гражданское судно, которое шло в сторону Объединенных Арабских Эмиратов. Судно остановили примерно в 38 морских милях от побережья ОАЭ, уже за пределами Ормузского пролива, но внутри новой морской зоны, контроль над которой Иран объявил несколько дней назад. Этот случай усилил опасения, что Тегеран постепенно расширяет свое влияние на маршруты в Персидском заливе, через которые проходит значительная часть мировых поставок нефти. Параллельно растет напряжение и вокруг возможного нового военного этапа конфликта. По информации источника, близкого к спикеру иранского парламента Мохаммаду Багиру Галибафу, в Тегеране считают, что США могут готовить масштабную воздушную операцию против Ирана. Как утверждается, если Дональду Трампу не удастся убедить Китай усилить давление на Тегеран по ядерной программе, Вашингтон может перейти к ударам по оставшимся иранским объектам. Израильские СМИ тем временем сообщают, что Израиль готовится к возможному возобновлению войны с Ираном сразу после возвращения Дональда Трампа из Китая. По данным Кан-11, после его прилета израильская армия планирует перевести силы в режим максимальной готовности. В сообщении также говорится, что Вашингтон предупредил Израиль. Трамп в ближайшее время может принять решения, связанные с дальнейшими действиями против Ирана. На этом фоне страны региона пытаются не допустить полномасштабной войны. Financial Times сообщает, что Саудовская Аравия обсуждает с союзниками идею пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном. По задумке Эр-Рияда, такой механизм мог бы снизить риск нового крупного конфликта после завершения нынешнего кризиса. Однако пока ситуация развивается в противоположную сторону. Военная активность в регионе растет, риторика становится жестче, а опасения по поводу прямого столкновения между США, Израилем и Ираном усиливаются с каждым днем. На полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели состоялись переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На кадрах дипломаты обмениваются рукопожатием и проводят двустороннюю встречу. Переговоры проходят на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана и обсуждений возможного возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном. Ранее Сергей Лавров заявлял о необходимости продолжения переговоров между Ираном и США, подчеркнув, что дипломатический путь важен для предотвращения новой эскалации на Ближнем Востоке. Детали встречи Аракчи и Лаврова официально не раскрываются. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим навсегда останется под суверенитетом Израиля. Выступая на церемонии Дня Иерусалима, Нетаньяху также сообщил о намерении расширять сотрудничество с умеренными странами региона и продолжать борьбу против угроз радикального ислама. Я говорю всему миру. Иерусалим навсегда останется единым под суверенитетом Израиля. Решимость наносить удары по тем, кто покушается на наши жизни, глубоко на их территории, далеко от наших границ. Буферные зоны, которые мы создали вокруг себя, в Газе, в Ливане, в Сирии, все это изменило лицо Ближнего Востока. Мы продолжим бороться, решительно бороться против любой угрозы радикального ислама. В то же время мы будем расширять сотрудничество с умеренными силами в нашем регионе, которые поняли преимущество протянутой Израилю руки. Из турецкого Мармариса вновь отправилась флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа. В составе Global Summit флотила десятки судов с активистами и грузами для палестинского анклава. Организаторы заявляют, что цель миссии – прорвать израильскую блокаду и доставить помощь жителям Газы.
Перед отправлением в порту проходила загрузка гуманитарных товаров, участники акции развернули палестинские флаги. После подготовки колонна судов вышла в море. Организаторы акции утверждают, что мировое внимание в последние недели сместилось с ситуации в Газе на конфликт между Израилем и Ираном. Однако гуманитарная ситуация в анклаве, по их словам, остается тяжелой. Участники флотилии заявляют, что блокада сектора Газа продолжается, а объемы поступающей помощи остаются ограниченными. Также звучат опасения, что суда могут быть вновь остановлены израильскими силами. Предыдущая миссия этой же организации была перехвачена в международных водах между Сицилией и Критом. Тогда более 100 пропалестинских активистов были доставлены на Крит, а часть участников задержана и отправлена в Израиль. Организаторы нынешней акции подчеркивают, что даже в случае недостижения побережья Газы, подобные миссии, по их мнению, помогают привлекать международное внимание к гуманитарной ситуации в анклаве. Израиль ранее неоднократно заявлял, что морская блокада сектора Газа необходима по соображениям безопасности и направлена на предотвращение поставок оружия радикальным группировкам. Соединенные Штаты предоставят Организации Объединенных Наций дополнительное гуманитарное финансирование в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 14 мая, заявил посол США при ООН Майк Уолтс. Это финансирование будет выделено в дополнение к 2 миллиардам долларов помощи, о которых США объявили в декабре в рамках нового механизма предоставления жизненно важной гуманитарной помощи. Мы рады сегодня вместе с заместителем госсекретаря Льюином и заместителем генерального секретаря Флетчером объявить о выделении дополнительного гуманитарного финансирования в размере 1,8 миллиарда долларов. Эти средства помогут спасти больше жизней по всему миру, а также будут способствовать продвижению реформ, которые мы внедряем для повышения эффективности, подотчетности и долгосрочного воздействия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел перестановки в правительстве после громкой отставки министра здравоохранения Уэса Стритинга. Накануне Стритинг объявил о своем уходе, заявив, что утратил доверие к лидерству Стармера. В опубликованном письме он раскритиковал курс правительства после тяжелых результатов местных выборов и заявил, что лейбористской партии необходима новая дискуссия о будущем и смене политического направления. При этом политик подчеркнул, что покидает пост, несмотря на достигнутые результаты в системе здравоохранения. В ответном письме Стармер выразил сожаление из-за отставки и поблагодарил Стритинга за работу. Премьер заявил, что реформы Национальной службы здравоохранения уже дали результаты. Сократились очереди в больницах, улучшились показатели работы скорой помощи и выросла эффективность NHS. Также глава правительства подчеркнул, что кабинет должен выполнить обещание покончить с политическим хаосом. Новым министром здравоохранения назначен Джеймс Мюррей, который до этого занимал должность главного секретаря казначейства, вторую по значимости позицию в британском Минфине. На его место назначена Люси Ригби, ранее работавшая экономическим секретарем казначейства. Кадровые изменения происходят на фоне внутреннего давления на руководство лейбористов после неудачных результатов выборов и растущей критики внутри партии. На Кубе продолжается тяжелый энергетический кризис. Власти страны заявили о полном истощении запасов дизельного топлива и мазута. А в Гаване происходят самые масштабные веерные отключения электроэнергии за последние десятилетия. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы Висенте де ла Олеви сообщил, что у страны абсолютно нет мазута и дизельного топлива. Эта неделя также была крайне напряженной, потому что ситуация с Фельтоном совпала с полным отсутствием топлива в Мариэле, полным отсутствием топлива в Гаване, полным отсутствием топлива для распределенной генерации. И чем слабее национальная электроэнергетическая система, тем больше нам приходится ограничивать работу фотоэлектрических солнечных парков, которые стали новыми мощностями, введенными нами. Ситуация уже привела к массовым протестам в столице. Жители нескольких районов Гаваны выходили на улицы, стучали по кастрюлям, перекрывали дороги и требовали восстановления подачи электричества. Многие районы города, по словам властей, остаются без света по от 20 до 22 часов в сутки. На фоне кризиса США предложили Кубе гуманитарную помощь в размере $100 миллионов. Госдепартамент заявил, что готов предоставить прямую помощь кубинскому народу, если власти острова позволят это сделать. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что Гавана готова рассмотреть предложение Вашингтона. Наша страна обладает обширным и конструктивным опытом получения международной помощи, в том числе от Соединенных Штатов. Любой донор может это подтвердить. Если правительство США действительно готово предоставить помощь в объявленных объемах и в полном соответствии с универсально признанными принципами гуманитарной помощи, то со стороны Кубы это не встретит ни препятствий, ни неблагодарности. Насколько бы непоследовательным и парадоксальным это предложение не казалось народу, который само правительство США систематически и беспощадно коллективно наказывает. Приоритеты более чем очевидны: топливо, продовольствие и медикаменты.
Между прочим, ущерб можно было бы смягчить гораздо легче и быстрее путем отмены или ослабления блокады, поскольку хорошо известно, что гуманитарная ситуация хладнокровно просчитана и создана искусственно. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио назвал экономику Кубы разрушенной и нефункционирующей. В случае Кубы ситуация совершенно иная. На Кубе нет экономики. Если на Кубе и есть какое-то богатство, то оно не достается людям. Забудьте об этом. Оно даже не достается правительству. Богатство контролируется частной компанией, принадлежащей военным генералам. Они забирают все деньги. Они сидят на миллиардах долларов. Это страна, где люди буквально сейчас едят мусор с улиц, но при этом у них есть компания, которая контролирует все источники дохода и располагает от 15 до 16 миллиардами долларов. Это разрушенная, нефункционирующая экономика, и изменить ее невозможно. Хотелось бы, чтобы все было иначе, но я считаю, это мое личное мнение, что невозможно изменить экономическую траекторию Кубы, пока у власти остаются нынешние руководители. Именно это должно измениться, потому что эти люди доказали свою неспособность. Надеюсь, я ошибаюсь. Мы дадим им шанс. Но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что мы сможем изменить траекторию Кубы, пока эти люди остаются у власти в этом режиме. Тем временем Кубу посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф и провел там переговоры с представителями МВД страны. Об этом сообщили кубинские государственные СМИ. По данным Гаваны, стороны обсудили вопросы сотрудничества между правоохранительными структурами в сфере безопасности, а также региональной и международной стабильности. Кубинская сторона при этом заявила американской делегации, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США. После переговоров в аэропорту Гаваны был замечен правительственный самолет США, который позже вылетел с острова. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Гавана собираются поговорить, что стало сигналом возможного возобновления диалога между странами после длительного периода напряженных отношений. Во время встречи было подтверждено, что существует последовательность и соответствие между исторической позицией нашей страны и действиями кубинского правительства и компетентных органов в вопросе однозначного противодействия и осуждения терроризма во всех его формах и проявлениях. Также вновь было подчеркнуто, что остров не укрывает, не поддерживает, не финансирует и не допускает присутствия террористических или экстремистских организаций. На его территории нет иностранных военных или разведывательных баз, и Куба никогда не поддерживала враждебную деятельность против США и не позволит этого в будущем. Обе стороны также подчеркнули заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности. Во время банкета в Великом зале народных собраний к Илону Маску подошел глава Xiaomi Лэй Цюнь, чтобы сделать совместное фото. Во время съемки Маск улыбался и специально корчил забавные рожицы, из-за чего кадры быстро разошлись по китайским соцсетям. В целом, поведение миллиардера во время визита в Пекин активно обсуждали в интернете. На опубликованных видео Маск снимал панорамные кадры на телефон у здания Великого зала народных собраний, а также охотно фотографировался с поклонниками, которые постоянно подходили к нему за селфи. Кроме того, внимание пользователей привлек момент перед официальной церемонией, когда Маск сделал резкое движение шеей и головой, стоя под солнцем. В соцсетях начали обсуждать этот эпизод, однако официальных комментариев по этому поводу не было. В индийском штате Уттар-Прадеш, который считается самым населенным в стране, более 100 человек погибли из-за мощного шторма с ливнями и градом. По данным местных властей, стихия обрушилась сразу на несколько округов. Сильный ветер валил деревья, срывал рекламные конструкции и повреждал дома. На дорогах образовались завалы, движение транспорта было затруднено. Для расчистки улиц власти привлекли спецтехнику. В спасательных службах сообщили, что большинство погибших стали жертвами обрушения стен и падения деревьев. Еще десятки человек получили травмы. По словам комиссара по чрезвычайным ситуациям штата, число погибших достигло 104 человек. Также повреждены десятки домов и погиб домашний скот. Местные жители рассказывают, что шторм начался внезапно. Один из пострадавших рабочих сообщил, что сильным порывом ветра людей буквально сбросило с высоты. Сезон штормов в Северной Индии продолжается с марта до начала муссонных дождей, однако нынешняя буря стала одной из самых разрушительных за последнее время. У берегов Флориды спасли 11 человек после крушения частного самолета в Атлантическом океане. Видео операции опубликовал Пентагон. Самолет, следовавший из Багамских островов, потерпел аварию примерно в 130 километрах от побережья после отказа двигателя. Бедствие приняла береговая охрана США. На помощь вылетели военные спасатели. Экипаж самолета HC-130J обнаружил людей в спасательном плоту и сбросил им воду, еду и дополнительное снаряжение. Позже выживших подняли на борт вертолета Air Force Reserve. По данным военных, люди провели в океане около 5 часов, а операция завершилась всего за несколько минут до критического остатка топлива у спасательного вертолета.